Здравствуйте, уважаемые друзья и коллеги. Наш Journal Club снова с вами, и мы продолжаем обозревать журналы по анестезиологии. Теперь мы начнем обозревать ноябрьский номер журнала Anesthesia and Analgesia. Надеюсь, будет интересно. Сегодня у нас, как всегда, 3 публикации, исследования, лид-обзор и клинический случай. Поехали! И первая публикация, о которой мы с вами поговорим, посвящена интраназальному введению дексметамидина. Его сравнивают с внутримышечным введением в одинаковой дозировке. Это рандомизированное клиническое исследование. Мы с вами знаем, мы уже обсуждали это, когда говорили про кроликов, что интраназальный способ введения препаратов вполне возможен и вполне доступен для нас. Авторы приводят следующие данные во вступлении к своей публикации, что, во-первых, седация в принципе в дооперационный период используется часто, и рутинные методы введения препаратов в предоперационный период для седации это внутримышечный и внутривенный, а интраназальное введение рассматривается все-таки как альтернативный метод, в ряде случаев, когда это необходимо. Носовая полость имеет большой объем и высокую васкуляризацию, что позволяет обеспечить высокую всасываемость и биодоступность препаратов. Носовая полость действительно большая. Мы помним, что у нас там есть турбины, которые обеспечивают большую поверхность васкуляризации, которые обеспечивают возможность для кондиционирования воздуха, и в том числе за счет этой васкуляризации они обеспечивают всасывание препарата. Интраназальное введение препаратов позволяет преодолевать гематоэнцефалический барьер. Авторы исследования, к сожалению, не указывают механизм, по которому это происходит, но, ссылаясь на предыдущие исследования, говорят о том, что это так. А соответственно, если через носовую полость легко преодолевается гематоэнцефалический барьер, значит дозировка препаратов, которые требуются для достижения клинических эффектов, будет меньше, чем при других способах введения, например, внутримышечном или внутривенном. В медицине человека интраназально дексметамидин снижает вероятность гемодинамических эффектов, нежелательных гемодинамических эффектов. На это указывают исследования Йо 2015 года. Проблемы интраназального введения заключаются в потере части препарата при чихании и сглатывании этого препарата. Как с этим справились авторы публикации, мы с вами обсудим чуть дальше. Разные действующие вещества абсорбируются из носовой полости по-разному. Действующие вещества с маленьким размером молекул до 300 дальтон хорошо абсорбируются. Если размер молекулы больше 300 дальтон, то ее всасывание будет зависеть от липофильности этого самого действующего вещества, от липофильности молекул. Дексметамидин имеет размер молекулы 237 дальтон, а соответственно он должен хорошо всасываться из носовой полости. Ранее были сообщения об использовании дексметамидина интраназально у собак, кроликов и черепах. Предыдущие исследования, однако, оценивали высокие дозировки этого препарата. Исследования дексметамидина и медитамидина, введенного интраназально, оценивали дозировки 20 и 40 микрограмм на килограмм. Согласитесь, это достаточно высокие дозировки, которые для нас не очень типичны. Мы привыкли оперировать более низкими дозировками, такими как 2, 5, 10 микрограмм на килограмм. Гипотеза, которую выдвигают авторы публикации, что низкие дозы дексметамидина должны вызывать седацию независимо от пути введения. И не должно быть разницы между внутримышечным или интраназальным введением. Это было перспективное, слепое, рандомизированное клиническое исследование. Важно, что были критерии исключения. К ним относится брахицефалический синдром. Мы понимаем, что у брахицефалических пород собак иное строение носовой полости, а соответственно это иное строение может повлиять на результаты исследования. Возраст менее 6 месяцев также был критерием исключения. Отказ владельцев от участия их собаки в исследовании. Статус пациента больше 2, аса больше 2. История респираторных или кардиопатологий. Мы понимаем, что это может тоже повлиять на достоверность результатов. Диаграмма консорт выглядит следующим образом. Изначально под критерии включения попадали 29 пациентов. Однако, либо из-за отказа владельцев, либо из-за каких-то других проблем, часть из них была исключена из исследования. В итоге у исследователей осталось 16 собак, которых они разделили на 2 группы. Первая группа интраназальное введение дексметамидина, вторая группа внутримышечное введение дексметамидина. Все 16 оставшихся собак прошли исследование до конца и были проанализированы. Что было у исследователей? Во-первых, они оценивали степень дружелюбия изначально у пациента. 1 балл получала спокойная дружелюбная собака, 2 балла слегка нервозная собака.
3 балла – средневозбужденная собака. 4 – очень нервная, возбужденная собака с мобильной нервной системой. В дальнейшем была рандомизация на две группы при равной дозе дексметамидина. 5 микрограмм на килограмм внутримышечно или интраназально. Причем исследование было ослеплено. Непосредственные операторы получали 2 шприца одинакового объема. Они не знали, в каком находится дексметамидин, а в каком находится физиологический раствор. И просто вводили эти 2 шприца. Таким образом, исследование было ослеплено для получения более достоверных результатов. После введения дексметамидина в ноздрю подъем головы на 30-40 градусов в течение 1 минуты. Как говорят авторы исследования, как мы с вами уже обсудили, проблема интраназального введения заключается в потере части препарата за счет чихания, за счет сглатывания, за счет его вытекания. Попытка нивелирования этих эффектов привела исследователей к тому, что надо поднять голову собаки на 30-40 градусов и держать так в течение 1 минуты. Одним из критериев оценки разницы между интраназальным и внутримышечным введением дексметамидина была реакция на катетеризацию вен. Установка катетера начиналась спустя 20 минут после инъекции либо после интраназального введения дексметамидина, и пациенту присваивался балл в зависимости от реакции на катетеризацию вены. 0 баллов, если не было реакции, 2 балла – это отдергивание либо попытка укусить, и 1 балл – что-то посередине. Также оценивалась легкость интраназального введения. Мы понимаем, что разные пациенты могут по-разному реагировать на манипуляции с носовой полостью. 2 балла получал пациент, у которого все было хорошо, в которому легко вводился интраназальный препарат без какого-либо сопротивления. 1 балл получал пациент с минимальным сопротивлением. 0 баллов – это среднее сопротивление. Минус 1 балл – это сложно ввести препарат. И минус 2 балла – это невозможно ввести препарат. Таймлайн всего исследования выглядит следующим образом. В 1 минуту были введены препараты внутримышечно или интраназально. Спустя 20 минут после введения была попытка катетеризации вены. И дальше оценивалось, насколько это было эффективно. Всего период наблюдения составил 45 минут. В эти 45 минут оценивалось помимо степени седации, помимо легкости введения катетера, также ответы гемодинамики на дексметамидин. Это частота сердечных сокращений, это систолическое, диастолическое и среднее артериальное давление, также респираторный паттерн, частота дыхательных движений, а также ответ на ноцептивный стимул с помощью специального прибора алгометра. Для оценки степени седации использовалась шкала седации, которую авторы взяли из исследования 2009 года и адаптировали ее под себя. Всего в этой шкале можно набрать 15 баллов. Если пациент набирает 15 баллов, это очень хорошая седация. Если он набирает 0 баллов, пациент не седирован. Шкала оценивает положение тела в пространстве, наличие или отсутствие пальпебрального рефлекса, ответы на звуковые раздражители, ответы на изменения положения тела в пространстве оператором и прочее. Соответственно, 0 баллов пациент не седированный, 15 баллов пациент максимально седирован. Также для того, чтобы оценить эффекты, в том числе анальгетические дексметамидина, и сравнить 2 способа введения между собой, применялись механические ноцептивные пороги. То есть исследователи оценивали, есть реакция пациента на ноцептивный порог, на возникновение у него боли или ее нет. Для этого применялся коммерческий алгометр. Тест-временной интервал были одинаковые во всех группах. Оценка изменения реакции, которая заключалась в вокализации, отдергивании конечности и попытке укусить в том числе. Таким вот образом выглядит коммерческий алгометр. Это прибор для измерения боли. Шкалы, визуальная оценка пациента – это хорошо, но порой сложно определить локализацию боли. Для этого нам на помощь может прийти как раз алгометр, который нам будет показывать, в какой момент времени, при какой силе нажатия на какую-то область тела у пациента будет возникать боль. И, соответственно, мы можем сравнивать между собой изменения на анальгезию, либо изменения уровня боли у одного и того же пациента. Ну и такие алгометры имеют разные насадки, тупые, заостренные, для того, чтобы максимально точно оценить уровень боли и максимально отобразить его в баллах. Мы с вами понимаем, что субъективная оценка без привязки к цифрам, без привязки к баллам очень субъективная. Я говорю, что пациенту больно, вы скажете, что ему не больно. Когда у нас появляются цифры, у нас появляется объективная информация. Поэтому использование алгометра было включено в это исследование. Какие были получены результаты?
Во-первых, нет достоверной разницы между группами: возраст, пол, масса тела и темперамент. Еще на этапе формирования дизайна исследования это все было учтено. Нет достоверной разницы переносимости манипуляций между группами. Что собаки с интраназальным введением дексметамидина, что собаки с интраназальным введением физраствора переносили это все одинаково. Нет разницы между группами по уровню седации. То есть гипотеза, которую выдвигали исследователи, по большому счету была доказана, что путь введения дексметамидина интраназальный или внутримышечный не имеет между собой принципиальной разницы. Более того, низкие дозировки тоже оказываются эффективны. И мы это видим на графике. Синий график – это внутримышечное введение дексметамидина. Пунктирная линия розовая – это интраназальное введение дексметамидина. И мы видим, что они идут в принципе достаточно параллельно. Пиковая седация достигается у нас на уровне 25-30 минут. Без разницы по группам – внутримышечный или интраназальный. Какие еще были получены результаты? Нет достоверной разницы между ответом на установку внутривенного катетера и нет достоверной разницы в механических нецептивных порогах. Еще раз, цель исследования была сравнить не эффективность дексметамидина с точки зрения анальгезии либо его влияния на гемодинамику, а цель исследования была сравнить способы введения дексметамидина внутримышечно или интраназально. Так вот, разницы получено не было. С точки зрения гемодинамики тоже нет клинической разницы. Изменения в частоте сердечных сокращений, изменения в систолическом артериальном давлении, изменения в среднем артериальном давлении тоже были одинаковые. Они были что в одной, что в другой группе, но они не различались между собой статистически достоверно. Значит, метод введения интраназальный сопоставим с методом введения внутримышечным для дексметамидина. В обсуждении к публикации авторы говорят о том, что дексметамидин в низких дозах вызывает седацию. И в принципе они это доказали. Более ранние исследования говорят о том, что необходимы более высокие дозировки. Внутримышечные и интраназальные эффекты дексметамидина сопоставимы между собой. Вероятно, более высокие дозы дексметамидина должны приводить к более выраженной седации. Авторы ссылаются на исследования 2017-2019 годов, когда использовались дозировки 20 микрограмм на килограмм. Время пиковой седации отмечалось в 30-ю и 35-ю минуту, что быстрее, чем в предыдущих исследованиях. Но здесь у меня лично возникают вопросы, потому что ряд исследований говорит о том, что уже спустя 5 минут возникают клинические эффекты. Возможно, это зависит от дозы. Оптимальная дозировка интраназального дексметамидина в медицине человека, которую используют в педиатрии, составляет 2 микрограмма на килограмм. В данном исследовании доза, которую использовали авторы публикации, 5 микрограмм на килограмм, соответствует 2,7 микрограмма на килограмм в медицине человека. Human Equivalent Dose. К сожалению, авторы не приводят методики, по которой пересчитывается дозировка собак и дозировка человека, но, однако, ссылаются на то, что 5 микрограмм на килограмм для собаки сопоставимы с 2,7 микрограммами на килограмм человека. В данном исследовании введение осуществлялось в одну ноздрю, в предыдущих исследованиях в обе. В теории это тоже может повлиять на результат, поскольку васкуляризация двух носовых полостей, очевидно, будет больше, чем одной носовой полости. Системные гемодинамические эффекты сопоставимы с предыдущими исследованиями, но, однако, в предыдущих исследованиях использовались более высокие дозы. В данном исследовании показано, что дексметамидин также способен быть анальгетиком и даже в низких дозах. На мой взгляд, уповать на него, то, что он сможет справиться с тяжелой острой болью, не стоит. Однако, как адъювант, вполне возможно его использование. Ограничение исследования. Во-первых, это клиническое исследование, это не проспективное экспериментальное исследование. Во-вторых, нет выборки по породам и не учтены индивидуальные особенности строения носовых ходов каждого конкретного пациента. Большое количество измеряемых параметров, которое было в этом исследовании, могло повлиять на достоверность результатов. Чем больше мы сравниваем параметров в исследовании, тем выше вероятность статистической ошибки. Авторы на это ссылаются. Помимо степени седации, они оценивали также всю гемодинамику, они оценивали также уровень боли. Период наблюдения ограничен 45 минутами. Нет данных фарм-исследований о плазменной концентрации дексметамидина при интраназальном введении. Авторы тоже указывают это как ограничение исследования. Выводы, которые делают авторы. Эффекты внутримышечного и интраназального введения дексметамидина в дозировке 5 микрограмм на килограмм сопоставимы между собой.
Обе дозировки и способ введения эффективны для достижения достаточного уровня седации и установки внутривенного катетера. На мой взгляд, чем больше у нас есть методик, чем больше мы знаем, чем больше у нас есть опций для ведения наших пациентов, в том числе разные способы введения препарата, тем лучше. Дексметамидин интраназально работает. Во-первых, он работает с точки зрения фармакологии, маленький размер молекулы 237 дальтон. Во-вторых, исследования показали, что он будет эффективен. Ограничения исследований мы с вами знаем, ждем следующих исследований и переходим к следующей публикации. И следующая публикация, о которой мы с вами поговорим, это влияние анестетиков на продукцию слезы у собак. Это литературный обзор. Авторы взяли все статьи, которые были за определенный период времени, и посмотрели, что в них написано, чтобы сделать какие-то выводы для нас. Авторы дают нам следующие вводные данные. Во-первых, слезные железы продуцируют слезу, которая необходима для увлажнения роговицы и конъюнктивы. Мы это с вами знаем, да, что глаза должны находиться во влажной среде, для того, чтобы они не пересыхали, для того, чтобы не было эрозии, для того, чтобы не было язв роговицы, для того, чтобы они выполняли свою функцию. Продукция слезы увеличивается в ответ на стимуляцию оптического и тройничного нерва. Если очень яркий свет светит в глаза, или если мы, например, ударим по лицу, да, стимулируем тройничный нерв, мы получим увеличение выработки слезы. Активация парасимпатики приводит к увеличению, а стимуляция симпатики к снижению продукции слезы. Слеза содержит воду, липиды, а также муцин. Слеза имеет большое влияние на иммунную функцию. Это барьерная функция, это локальный иммунитет. Ну и также увлажняет глаза, о чем мы с вами уже поговорили. Для оценки продукции слезы в ветеринарии обычно используется тест Ширмера. Это тест, в котором пропитывается фильтровальная бумага, и исходя из того, как она пропиталась, говорится о том, насколько активно слеза вырабатывается. STT1 – это базовый уровень образования слезы. В норме он составляет 19-24 мл в минуту, то есть это скорость пропитывания бумаги. Второй тест STT2 – это уровень образования слезы после нанесения местного анестетика. Это то, что используют офтальмологи как раз для оценки выработки слезы. STT1 менее 10 мм в минуту – это серьезная патология, которая говорит о низкой выработке слезы. Препараты, которые мы используем для анестезии и для анальгезии, могут влиять на продукцию слезы, и ее снижение может быть опасно. Мы с вами понимаем, если глаза не увлажненные, это сначала эрозия, а потом и язва роговицы. В тяжелых случаях пациент может потерять глаз. Пациентам во время анестезии наносят лубрикант, в том числе, поскольку отсутствует моргание. Пациенты сами не моргают, глаза пересыхают, и опять же, это все приводит к эрозии и язве роговицы. Данный обзор, который создали авторы публикации, базируется на ревью 2020 года, и данные, которые приводят авторы публикации, должны дополнить ту информацию, которая есть в этом ревью о продукции слезы и о том, как надо защищать глаза при проведении операции. Исследователи проанализировали публикации с 1960 по 2021 год. Они использовали базы данных PubMed, Web of Science, ScienceDirect, Google Scholar. Поисковые запросы включали в себя слова Doc, Canine, Anesthesia, Anesthetic, Sedative, Opioid, названия отдельных препаратов, опиоидов, седатиков, препаратов для анестезии и ингаляционных анестетиков, а также слова Tear, Schirmer и Lacrimation. Использование местных офтальмоанестетиков и блокаторов нейромышечной проводимости, либо региональных методов анестезии головы было фактором исключения публикаций из данного обзора. Включались только те исследования, в которых были STT1 или STT2. Публикации были классифицированы с использованием системы оценки, разработки и оценки рекомендаций. Такая система называется GRADE, которая как раз позволяет нам оценить достоверность статей, придать им какое-то числовое значение и сказать, насколько они значимы. Всего за указанный период времени, с 60 по 21 год, было обнаружено 77 исследований. Однако только 29 прошли как раз ту самую классификацию GRADE. Вот эти исследования. Подробно мы на каждом останавливаться не будем, это за нас уже сделали авторы, но мы видим, что их много, 29, что оценивались разные факторы, которые приводятся в этих исследованиях, в том числе продукция слезы, в первую очередь комбинации препаратов в монорежиме или в комбинации с чем-то еще. И, соответственно, оценивалось, насколько препараты влияют на продукцию слезы.
Какие были получены результаты? Ну, начнем с холинолитиков. Атропин не влияет на продукцию слезы. Сам по себе в монорежиме он не снижает ее продукцию. Гликопиролат, тоже холинолитик, снижает продукцию слезы спустя 20 минут после введения. Вот об этом, наверное, надо помнить, что у нас препараты одной группы могут вести себя по-разному. Атропин не влияет, а гликопиролат будет снижать продукцию. Атропин плюс аципромазин не влияют на уровень образования слезы. Хорошая комбинация. Да? Аципромазин не влияет на уровень образования слезы, а, соответственно, глаза будут более защищены. Атропин плюс аципромазин плюс диазепам плюс кетамин, сложная комбинация, или добавление изофлюрана к этой комбинации будет значимо снижать образование слезы. Про это тоже надо помнить. Гликопиролат в комбинации с анестетиками значимо снижает продукцию слезы. Ну, то есть он и сам по себе снижает, так еще и в комбинации тоже будет снижать продукцию слезы. Опиоиды. Следующая группа препаратов, которую мы применяем в нашей анестезиологической практике. Морфин не влияет на STT1, то есть морфин продукцию слезы не снижает. Морфин плюс сеофлюран, морфин плюс альфоксалон, морфин плюс сеофлюран плюс мидазолам значимо снижают продукцию слезы. Морфин сам по себе не снижает, а в комбинации будет снижать. Фентанил в монорежиме будет снижать продукцию слезы. Фентанил плюс пропионилпромазин или фентанил плюс диазепам не влияют на уровень STT1. Миперидин, петидин не влияют на STT1. Оксиморфон плюс аципромазин не влияют на продукцию слезы. Не описано влияние оксиморфонов в монорежиме, но у нас его в принципе-то и нет, и особо он нигде не используется. Бутерфанол, бутерфанол плюс диазепам, бутерфанол плюс мидазолам, бутерфанол плюс пропофол, бутерфанол плюс изофлюран не влияют на продукцию слезы. Бутерфанол плюс ксилазин, бутерфанол плюс медетамидин, бутерфанол плюс дексмедетамидин всегда снижали продукцию слезы. И здесь интересно вот что бутерфанол в монорежиме не влияет. Бутерфанол с мидазоламом и диазепамом, то есть бензodiазепинами, не влияет. Однако со всеми альфа-2 агонистами комбинация приводит к тому, что продукция слезы снижается. Бупринорфин плюс медетамидин снижают продукцию слезы. Трамадол в дозировках 2, 4 и 6 мг на килограмм не влияет на продукцию слезы. Это хорошие новости. Что трамадол, что бутерфанол не снижают продукцию, соответственно, глаза более защищены, а соответственно, с этой точки зрения эти препараты будут более безопасны и, возможно, будут для нас препаратом выбора для ряда пациентов, для которых принципиально важно сохранить глаза. Какие это пациенты? Ну, например, это брахицефалы, у которых, в принципе, есть часто проблемы с глазами, и в интраоперационный период эти проблемы за счет пересыхания глаза могут ухудшиться. Седативные препараты. Ксилазин в дозировке 0,5 мг на килограмм в период 15-25 минут не влияет на продукцию слезы. Ксилазин в дозировке 0,5, 2 и 4 мг на килограмм снижает продукцию слезы в сроки 30, 45 и 60 минут. Ксилазин плюс бутерфанол, ксилазин плюс кетамин плюс аципромазин снижают продукцию слезы. Медетамидин в дозировке 5 микрограмм на килограмм не влияет на продукцию. Медетамидин 10, 15, 40 микрограмм на килограмм снижает продукцию слезы. Медетамидин плюс бутерфанол, медетамидин плюс бупринорфин, медетамидин плюс пропофол, медетамидин плюс галатан снижают уровень STT1. Дексмедетамидин в дозировке 4-5 микрограмм на килограмм снижает уровень STT1, но клинически это незначимо. Если выбирать между медетамидином и дексмедетамидином, одним из показателей, почему мы отдадим предпочтение к дексмедетамидину, будет то, что уровень снижения выработки слезы у него будет меньше. Дексмедетамидин плюс бутерфанол значительно вместе снижают продукцию слезы. Об этом мы с вами говорили чуть выше, когда говорили про опиоиды. Иные седативные препараты. Аципромазин в монорежиме не влияет на продукцию слезы. Хлорпромазин, другой фенотиазид, снижает уровень STT1, но клинически это незначимо. Аципромазин плюс кетамин и плюс ксилазин, аципромазин плюс медетамидин, аципромазин плюс сеофлюран значимо снижают продукцию слезы. Аципромазин плюс атропин, аципромазин плюс диазепам плюс кетамин плюс изофлюран снижают уровень STT1.
ацепромазин плюс дексмететамидин, ацепромазин плюс метадон, ацепромазин плюс гидроморфон, ацепромазин плюс трамадол, ацепромазин плюс пропофол не влияют на уровень STT1. Данные комбинации не снижают выработку слезы. Бензодиазепины. Нет сообщений о влиянии на продукцию слезы при использовании бензодиазепинов в монорежиме. Возможно, это связано с тем, что бензодиазепины в принципе в монорежиме у собак и кошек не используются. У собак и кошек бензодиазепины способны вызывать такое явление, как парадоксальное возбуждение. Вместо седации мы получаем возбуждение. Поэтому данных по их использованию в монорежиме авторы публикации не обнаружили. Диазепам, бензодиазепины плюс бутерфанол, бензодиазепины плюс фентанил не оказывают значимого влияния на уровень STT1. Диазепам плюс атропин, диазепам плюс ацепромазин, диазепам плюс кетамин, диазепам плюс изофлюран значимо снижают продукцию слезы. Мидазолам плюс пропофол, мидазолам плюс кетофол, то есть кетамин в смеси с пропофолом, не влияют на продукцию STT1, не влияют на продукцию слезы. Мидазолам плюс пропофол плюс бутерфанол выраженно снижают уровень STT1. Мидазолам плюс альфоксалон, мидазолам плюс сеофлюран значимо снижают уровень STT1. Индукционные агенты. Кетамин в дозе 5 мг на килограмм снижает продукцию слезы. Кетамин с любыми другими агентами, ксилазин, ацепромазин, атропин, диазепам, значимо снижают продукцию слезы. Пропофол с иными агентами снижает уровень STT1. Например, ацепромазин, мидазолам, кетамин, бутерфанол, изофлюран, хлорпромазин, медетамидин и галатан. Происходит это все в течение 30 минут. Тиопентал снижает уровень STT1, в том числе в комбинации с другими агентами, такими как хлорпромазин, тиопентал и изофлюран. Альфоксалон снижает уровень STT1 как в монорежиме, так и совместно с другими препаратами. Ингаляционные анестетики. Данных о влиянии на продукцию слезы ингаляционных анестетиков в монорежиме, к сожалению, нет. Ни для галатана, ни для изофлюрана, ни для сеофлюрана. Авторы предлагают нам следующие обсуждения и выводы из полученного ревью. Многие препараты влияют на продукцию слезы. Сложно сформулировать окончательные выводы, поскольку существует вариабельность пациентов. Больные глаза, здоровые глаза, кошки, собаки и прочее. Важное значение имеет локомоция глаз во время анестезии, сохранность рефлексов во время анестезии. Если глаза двигаются, если положение их нормальное, если у нас нет слишком глубокой анестезии с центральным положением, пересыханием роговицы и отсутствием абсолютно пальпебрального рефлекса, вероятность повредить глаза будет меньше. Опиоиды, кроме бутерфанола, особенно в сочетании, могут наиболее выраженно влиять на уровень STT1, то есть на продукцию слезы. Альфа-2 агонисты дозозависимо снижают продукцию слезы. Ацепромазин не влияет на уровень STT1 у собак, однако, это касается вариабельности пациентов, как раз снижает уровень STT1 у кошек. Бензодиазепины минимально влияют на уровень STT1, кроме комбинации мидазолам и морфин. Кетамин в монорежиме может стимулировать продукцию слезы. Это интересные выводы, их авторы делают, ссылаясь на предыдущие исследования. Снижение уровня STT1 может быть связано в том числе с избыточной глубиной анестезии. От себя я могу сделать вывод, наверное, следующий, что чем больше мы препаратов будем использовать, чем активнее мы будем комбинировать, тем сложнее будет предсказать влияние на образование слезы. Но в любом случае важно, что глаза надо увлажнять, надо использовать лубриканты для того, чтобы глаза не пересыхали. Особенно учитывая то, что какие-то препараты будут влиять на продукцию слезы. Про это надо помнить. Последняя на сегодня публикация – это Clinical Case. УЗИ-ассистированный Transversus Thoracis Plain Block как часть мультимодальной анальгезии у собаки при проведении срединной стернотомии. Мне показалась эта публикация очень интересной, поскольку блоков, способных нам помочь при проведении срединной стернотомии, не так уж и много. Сам clinical case. Трехлетняя собака лабрадор массой 35,6 кг был доставлен в клинику для проведения лобэктомии по поводу пиоторакса. За день до операции была проведена КТ и установлены плевральные дренажи с двух сторон. Лечение в стационаре заключалось в первую очередь в обезболивании. Это парацетамол 15 мг на килограмм каждые 8 часов и метадон 0,2 мг на килограмм каждые 4 часа.
Патологическое пособие включало в себя мидетамидин 5 микрограмм на килограмм плюс метадон 0,3 мг на килограмм внутривенно. При оксигенации в течение 5 минут пропофол 1,5 мг на килограмм плюс кетамин 1 мг на килограмм индукция. Далее ИПС кетамина 0,01 мг на килограмм в час. Интубация, подключение реверсивного контура и поддержание анестезии изофлюраном при концентрации кислорода 50%. Лидокаин ИПС 30 микрограмм на килограмм в минуту. Инфузионная поддержка, раствор Хартмана 5 мл на килограмм в час. Мониторинг стандартный: ЭКГ, СПО2, ЭТЦО2, неинвазивное артериальное давление, инвазивное артериальное давление, температура и спирометрия. Параметры механической вентиляции: дыхательный объем 350-500 мл, пиковое давление 13-15 см водного столба, ПИП 5 см водного столба. Теперь непосредственно о самом блоке. Transversus thoracis plane block. То есть, что это такое? Поперечные мышцы грудной клетки — это небольшие мышцы, которые идут от грудины до хрящевых частей ребер. И выглядят они, как показано на иллюстрации. Мы видим, что подписано Transversus thoracis, это как раз они самые. Датчик ставился в области пятого межреберья под углом 45 градусов к грудине. Дальше исследователи находили анатомические ориентиры, которые необходимы для проведения этого блока, и, собственно говоря, выполняли блок. Что они видели? Они видели те структуры, на которые они будут ориентироваться. Они видели сегмент грудины, буква S, они видели большую грудную мышцу, PP, они видели наружную межреберную мышцу, IE, и также они видели Transversus thoracis, то есть те самые поперечные мышцы грудной клетки, буква TT. Далее, видя все эти структуры, они вводили иглу, чтобы оказаться как раз в Transversus thoracis plane, который указан у нас белой стрелкой. Подготовка поля была предварительно проведена, прежде чем проводить этот блок. Игла 85 мм 21 гейдж. Контроль положения иглы: бупивакаин 0,4 мл. Небольшой объем для того, чтобы понять, находится ли игла в нужной плоскости или не находится. В результате получена гидродиссекция того самого Transversus thoracis plane. Введение бупивакаина 0,25%, 0,2 мл на килограмм. Повтор манипуляции с противоположной стороны. Дальнейшее течение операции: отмена изофлюрана и переход на ИПС пропофола 0,2-0,4 мг на килограмм в минуту. Непонятно, почему был отменен изофлюран, чем был обоснован выбор пропофола как основного агента. Дальше в течение операции снижение перфузионного давления до 50 мм ртутного столба с коррекцией двумя болюсами эпинефрина, суммарно 50 микрограмм на килограмм. Непонятно, почему был выбор именно в сторону эпинефрина и с чем была связана гипотония. Об этом, к сожалению, авторы публикации не говорят. Однако введение эпинефрина принесло результат, и перфузионное давление выросло до 70 мм ртутного столба. Однако в дальнейшем гипотония сохранялась. И для того, чтобы ее скорректировать, был назначен добутамин 3,5 микрограмм на килограмм в минуту. Опять же, не до конца понятна тактика. Подробно, почему был выбран именно добутамин, авторы публикации нам не рассказывают. Уменьшение дыхательного объема после клипирования каудальной доли легкого до 250-350 мл. ЧДД 10-15 в минуту. В интраоперационный период частота сердечных сокращений 90-100 в минуту без потребности в экстренной анальгезии. То есть, по всей видимости, Transversus thoracis plane block сработал. Послеоперационный период: парацетамол 15 мг на килограмм каждые 8 часов. Оценка уровня боли с помощью модифицированной шкалы боли Глазго. О ней мы говорили с вами в предыдущих выпусках. Спустя 7 часов после процедуры потребность в экстренной анальгезии. Метадон 0,2 мг на килограмм. То есть это то, что косвенно нам подтверждает эффективность блока. Мы помним, что бупивакаин у нас может действовать до 6-8 часов. То, что спустя 7 часов после операции возникла боль, может как раз говорить о том, что эффект бупивакаина закончился. Но, с другой стороны, это говорит о том, что он все-таки был, и блок был эффективен. Выписка через 4 дня после операции. А теперь, что нам говорят авторы публикации, на какие исследования они ссылаются. Во-первых, они говорят, что это первый описанный клинический случай у собак с использованием Transversus thoracis plane в клинической практике. До этого есть упоминание блока исключительно на кадаврах, в кадаврных исследованиях у собак.
В медицине человека TTP показывает эффективность при срединной стернотомии в кардиохирургии и является вспомогательным методом анальгезии. Возможные описанные осложнения у людей – это пневмоторакс и перикардиальная инъекция. Однако в этом случае такого не произошло. Ограничение исследования – то, что у этого пациента были системные анальгетики. Ну и опять же, да, это не исследование, это все-таки clinical case. Вывод, который делают авторы публикации. Вывод, как всегда, очень похожий. Да? Требуются дополнительные исследования. Однако, все-таки TTP может быть полезен и эффективен при срединной стернотомии у собак. Я думаю, что как только у меня появится подходящий пациент, как только у меня будет пациент, подвергающийся стернотомии, я попытаюсь выполнить этот блок. Почему нет? На этом все. Спасибо за внимание. Вернемся через неделю. И огромное спасибо всем тем, кто поддерживает канал. Ставьте лайк, подписывайтесь, делайте репосты. Всем пока.